С появлением этого робота в доме у вас состоится неприятный разговор со старым ручным пылесосом. Master looks after us now. We don't need you. What? А все потому, что роборок Кюрева Мастер — это all-in-one, который может все. Два валика прочесывают глубокие ковры, а мотор настолько мощный, что затягивает в пылесборник даже игрушечного медведя. Вращающиеся мобики отмывают любые ужасы, даже если кот обнаглел окончательно. А для обхода опасностей в распоряжении робота активная камера с подсветкой. В конце уборки Кюрева Мастер полощет салфетки в горячей воде и даже поддон промывает специальными скребками. Насколько хорошо все это работает в реальности и стоит ли выкладывать за мастера 85 тысяч рублей? Разберемся в фирменном обзоре Best Robot. Чем же нас удивит Кюрева Мастер в плане комплектации? Большая картонная инструкция, которая наверняка пригодится в хозяйстве. Солидная док-станция в форме колонны. Пылесос с фирменным дизайном серии Кюрева. Съемный пандус с ребристыми колеями. Шнур питания с евровилкой. Пара дисков с установленными мопиками. Мешок для станции. Это единственный запасной аксессуар в коробке. Краткая инструкция по сборке. Книжечка-инструкция и руководство по технике безопасности. Обе на английском. Список команд для Hello уроки на английском языке. На российском рынке можно найти только глобальную версию, по-русски пылесос не говорит. Комплектация, как обычно у Роборок, скромная, но расходники найдутся на AliExpress или в российских магазинах. Характеристики у пылесоса достаточно представительны, и сила всасывания высокая, и навигационные инструменты современные. На распродажах Кюрева Мастер бывает за 80-85 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Концепция дизайна такая же, как и у других пылесосов Кюрева. Кругляш с пылесборником под крышкой, с практичным матовым корпусом и квадратным окном в бампере. Полная высота с лидаром составляет 103 мм, что может стать проблемой, учитывая стандартные проезды под мебелью в 10 см. Управление на корпусе минималистичное. Только две кнопки, не считая еще одну на лидаре. Она на случай застревания под диваном. Крышка пылесборника полностью снимается. Под ней находится QR-код и кнопка перезагрузки. Контейнер миниатюрный, всего 220 мл. Даже в среднем доме робот будет забивать его под завязку, а в многокомнатных апартаментах с лохматой собакой уборку придется делить на 2 цикла. Зато при такой конструкции должна возрасти сила всасывания, по крайней мере в теории. HEPA-фильтр установили на верхней стенке, чтобы не так быстро забивался пылью. В переднем окошке размещаются 2 объектива и подсветка. Далее находим торцевую щетку с выдвижным механизмом и боковой датчик. На корме выпускные отверстия. Зарядные клеммы, парковочный ролик и датчик. Заправочное отверстие для встроенного бачка и клапан для выгрузки мусора. Снизу пара ведущих колес и поворотный ролик стандартного исполнения. Рядом ультразвуковой датчик для обнаружения ковра и 5 датчиков поверхности по периметру. По центру рамка с 2 подвесами. Разные стороны рамки могут опускаться и подниматься независимо друг от друга, что обеспечивает надежное прилегание к полу. Под рамкой привычные ребристые валики со съемными торцами. Торцевая щетка классическая, с 3 нейлоновыми концами. Когда робот заезжает в угол, она выдвигается вперед. Заднюю часть днища занимают колбасочные мопики Роборок. Они крупноворсовые, в отличие от мелковорсовых салфеток конкурентов. Правый диск выезжает в сторону и промывает у плинтуса. Насколько хорошо он с этим справляется, узнаем позже, а пока рассмотрим станцию. У нее классический робороковский дизайн типа колонна с открытыми резервуарами. Да, они по-прежнему вставляются сверху без всякой защитной крышки и прекрасно собирают пыль. Контейнеры продолговатые, объемом 3,5-4 литра. Открываются полностью, чтобы можно было промыть тряпочкой. Системы обеззараживания нет, конструкция стандартная. Под серым кожухом расположен отсек для мешка. Качество исполнения обычное, с пластиковым хлястиком. Экологи выражают негодование в комментариях к ролику. Конструкционные элементы дока по большому счету такие же, как у аналогов. Уплотнительные манжеты для выгрузки мусора, клеммы для зарядки, штуцер для заправки бачка.
Из интересного стоит отметить удобство обслуживания. Постоянно промывать поддон не требуется. Эту задачу выполняют скребки под крестовинами. Но если все-таки решите провести ревизию, сделать это будет легко. Поддон можно извлечь и разобрать, почистить и заменить скребки. Если найдете их в продаже, снять сетку и освободить ее от прилипших волос. А вдобавок и пандус можно промыть под краном. На задней панели только кабель-канал и сервисный порт. Если хотите подключить станцию к инженерным сетям, изначально покупайте Slim-версию, как на картинке, но в продаже ее пока нет. Станция порадовала сборкой и продуманной конструкцией. Единственный минус – нет дозатора моющего средства. Для работы с пылесосом нужно установить на телефон фирменное приложение, отсканировать QR-код и зажать две кнопки. Затем ввести параметры сети 2,4 ГГц. Менять регион не требуется. Подключение простое, никаких проблем не возникло. После загрузки плагина я запустил быстрое построение карты. Робот справился за 6 минут. Для половины помещения определил напольное покрытие. Зазеркалье не нарисовал, мебель не расставил. Список функций такой же, как у Kireva Max V или S8 Max V Ultra. Можете изучить в стоп-кадре, расскажу только о нюансах. Для каждой комнаты можно гибко настроить всасывание, смачивание, кстати, есть плавная регулировка подачи воды, траекторию движения, а потом все это объединить в сценарий для запуска одной кнопкой. Еще как вариант задействовать искусственный интеллект. Пусть робот сам планирует уборку, а вы займетесь более важными делами. Поруги желательно обозначить на карте, чтобы робот знал, где нужно поднапрячься. Полоскание салфеток можно настраивать по времени от 10 до 25 минут или по комнатам. Есть настройки расхода и температуры воды, частоты выгрузки мусора. Еще завезли функцию автоматического промывания поддона. Не зря же у станции есть скребки. Для ковров имеются разные алгоритмы поведения, которые мы проверим в ходе тестов. Можно выбрать выдвигание щетки в углах и автоматическую повторную уборку, если робот вернулся с грязными салфетками. Настройки фронтального датчика тоже вариативные. Можно настраивать чувствительность обнаружения препятствий, разрешать или запрещать фотографирование и много чего еще. Камера активная. Можно удаленно подключиться, проехать по дому, посмотреть, как дела у питомца. Встроенный голосовой помощник тоже есть, но учитывая, что перед нами глобальная версия, робот понимает только английский язык и сам говорит только на английском. Отличная возможность прокачать навыки. Hello, Rocky. I'm here. Start cleaning. Okay, start cleaning. И поехал пылесосить. Среди прочих есть команда Clean Here, после произнесения которой робот найдет вас в квартире и уберет там, где вы находитесь. Как это работает, показывал в телеграм-канале, ссылку закреплю внизу. В целом, возможностей много. Не хватает разве что уборки под шторами, а также распознавания луж и пятен. Приступаем к полевым тестам и проверим обход предметов. Первое, что можно заметить, наш робот-сенсорик, для него важны тактильные ощущения. Удлинитель и весы объехал, но только после нежного касания. Белый горшок объехал без проблем, а позже вернулся и все-таки облапал его. А вот большой сюрприз просто шокировал подопытного. Он не поверил своим глазам и решил не приближаться к этому артефакту. Носок и маленькая неприятность испугали робота. Пришлось спятиться из этой опасной зоны и заезжать на минное поле с другой стороны. Перед зарядкой для телефона своевременно притормозил. Темный горшок обмел с плотным касанием. Кроссовку не обмел, но подъезжал к ней с разных сторон и в итоге обработал все вокруг. Вообще, мастерская тактика заключается именно в этом. Находить промежутки между опасностями и аккуратно, отмеряя по 10 раз, заезжать в них и тем же маршрутом продвигаться обратно. По крайней мере, это относится к 7 распознанным предметам из 9. Горшки Kireva мастер посчитал ножками мебели и только поэтому решил их обмести. Дополнительные тесты тоже прошли успешно, хотя и не идеально. Робот практически наехал на размотанный провод, прежде чем понял, с чем имеет дело. Сетевой фильтр подвинул, но в целом с задачей справился. Значок на карте поставил. Псевдорыжика распознал, обозначил правильным значком и даже поиграл с ним. Похвально. А вот с зеркалом у стены тест провален. Не распознал и дорисовал зазеркалье. В общем, отдельные аспекты еще нуждаются в доработке. В остальном навигация с предметами топовая. В комнатах с недостаточным освещением автоматически включается подсветка. С ее помощью мастер определяет крупные предметы, а вот мелочевку уже не замечает. Это важно учитывать при планировании отложенного запуска. На всякий случай я проверил распознавание луж, хоть оно и не было заявлено в рекламе. Действительно, никакой реакции со стороны пылесоса нет, но в режиме влажной уборки рабочий блок автоматически поднят, поэтому валики остались сухими.
А вот в режиме комплексной уборки могут быть эксцессы, так что кот должен быть воспитан и отдавать честь при виде хозяина. Если не испытывать нервы робота на прочность и минимизировать число опасностей, подопытный действует уверенно. Сперва проезжает по периметру, объезжает шторы, держит прямую линию у светлого и темного плинтуса. Болезни Паркинсона не выявлено. Обработав периферийные зоны, мастер нарезает комнату зигзагами. Встреча с сушилкой прошла неоднозначно. Робот увидел, притормозил, отманеврировал от угла, отметил значком на карте, но затем, как ни в чем не бывало, начал бороться с трубчатой ножкой. Повисев на ней секунд 15, сделал выводы и вторую ножку решил просто объехать. Что это? Машинное обучение или стечение обстоятельств? Разобраться можно только в комментариях под роликом. А вот с другими ножками мебели действует твердо и четко. Увидел, притормозил, обмел с плотным касанием. Тонкие ножки журнального столика, объемистые ноги дивана, шкафа или кухонного стола – без разницы. Робот всегда старается быть аккуратным. И на коврах тоже действует так, как установлено в приложении. Может взяться за них в первую очередь, зачистить перекрестными зигзагами, если выберете глубокую очистку, а уже потом приступить к уборке остального пространства. Салфетки могут подниматься на 10 мм. Для среднего ворса этого недостаточно, но это средний показатель для большинства пылесосов. Либо могут вращаться. Эта функция актуальна для резинового коврика у двери. Вдруг захотите его помыть. Еще один вариант – просто объезжать ковры. Для ускорения процесса зону ковра желательно заранее обвести на карте. Цвет покрытия значения не имеет. Датчики поверхности адекватно реагируют на темное покрытие, при этом не пускают робота к обрывам. Если в доме лестница, нет проблем. Для проверки проходимости я обозначил на карте зону с порогами, чтобы робот точно знал, что делать. Планку высотой 15 мм легко прошел по диагонали, как будто и не заметил. 20-миллиметровый порог дался роботу со второй попытки, а при повторном тесте Кюрева Мастер так и вовсе не смог его преодолеть. Постоянно упирался бампером. Так что в итоге максимальную высоту препятствия для данной модели я бы оценил миллиметров 18. Касательно уборки под мебелью, нужно иметь в виду, что высота с лидаром у этой модели составляет 103 мм. Чтобы заехать под диван, потребуется свободное пространство не менее 105 мм. К уборке в доме никаких вопросов. На карте только красивые линии, никаких бесполезных проездов, при этом каждый закоулок обработан. Аккумулятор по нынешним меркам средний – 5200 мАч, но эффективность хорошая – 95 минут на максимальных настройках. После протестированного накануне S8 Max-V Ultra у мастера было не так много работы, но кое-что собрать удалось. Комок волос и мелочевка разного калибра. Валики практически чистые, не считая небольшого количества волос, намотавшихся у торцов. В этом плане мастер показывает себя немного лучше старшего товарища. И к уровню шума это тоже относится. На максималках шумомер фиксирует 62 дБ. Работает существенно тише, чем большинство пылесосов, но все-таки громче, чем аналоги серии Кюрева. Первое, о чем вы можете подумать, узнав о слегка повышенном уровне шума, наверное, это из-за того, что пылесос мощнее. Но многократный пробег по стенду в разных направлениях опровергает данную гипотезу. 2-миллиметровую щель робот вычистил в 3 местах, точечно достал 4 мм, и на этом все. Более глубокие прорези оказались роботу не под силу. Так что по итогу мощность у Roborock Kюрева Master чуть ниже средней и в целом такая же, как у других двух валиковых пылесосов производителя. Зато два валика хорошо загребают мусор. С первого прохода робот зачистил середину стенда, но накидал соринки в периферийных зонах. Робот явно чувствует себя футболистом. Со второго прохода большую их часть удалось подобрать. По итогу я насчитал 17 крупинок, вес которых не превысил 1 грамма. Перед нами еще один пылесос из клуба 100% на ламинате. Выдвижная торцевушка работает не идеально. Она просто не успевает вымести весь мусор, но в целом со своей задачей справляется. В процессе уборки песка мастер рисует на стенде квадрат. Тут же вытирает его своими резиновыми валиками, а затем почищает хвосты, оставленные с первого прохода. Поверхность стенда выглядит чистой, и тестовая тряпочка подтверждает это. Но в стыках есть погрешности. Во время углового теста роботу повезло. Сработал фронтальный датчик. Мастер откатился назад и отлично справился с первой же попытки. Почему не превратить эту полезную ошибку в рабочий алгоритм? Вопрос, к сожалению, риторический. А вот на ковролине фронтальный датчик сыграл уже злую шутку. Он оценил скопление соринок в углу как препятствие и провел робота в обход. Со второго прохода удалось раскидать и частично подобрать их, но 4% мусора так и остались на стенде даже с учетом двойной уборки перекрестными зигзагами. На мохнатом ковре подопытный вернулся к стандартному алгоритму, сделав по 2 прохода вдоль стен и зигзагами.
Поверхность зачистил хорошо, особенно посередине, где работали валики, но в глубине, конечно же, остались соринки разного размера. По итогу качество уборки у мастера высокое, примерно такое же, как у старшего S8 Max V или нового флагмана Curve. Мы их тоже тестировали, обзоры можете найти на канале. Рабочие инструменты после тестов чистые, но волосы на торце все-таки наматываются, так что не стоит питать иллюзий от показанных в рекламе ножей. Выгрузка мусора на станции занимает 20 секунд, а уровень шума в это время достигает 72 дБ. Это средний показатель среди All-in-One пылесосов. Придется поставить сериал на паузу, зато станция выгружает любые разновидности мусора. Семечки, смесь риса и гороха, наполнитель кошачьего лотка. Все это улетает в мешок без остатка. Небольшие сложности возникают с песком, но не критично. 95% тоже хороший результат. Даже в период линьки питомца станция не ударит лицом в грязь. Контейнер совершенно пуст. Не думаю, что кто-то удивился. После перехода на боковую выгрузку к станциям Робороck серьезных претензий пока что не было. А вот как робот будет мыть полы своими сосисочными салфетками – вопрос более интересный. Проверять будем в режиме «Тщательный плюс», в котором робот едет медленно и плотными зигзагами. После предварительного полоскания на станции мастер принялся оттирать кофе и справился действительно мастерски. С первого прохода отмыл посередине, а оставшиеся на периферии пятна устранил с дополнительного запуска. Вдоль стены робороковские мопики справляются отлично, слепая зона отсутствует. В углах недомытыми остались 2,5 см. Пятна сока тоже ликвидировал сразу. Середина стенда быстро обретает первозданный вид, но вдоль стены прижимной силы уже не хватает. В 2-сантиметровой зоне остаются оранжевые следы. В углах стандартно 3 см. Переходим к радикальным испытаниям. Собака, осень, зайцы. И вот результат. Что будет делать робот? Первый проход. Отчаянно загребает грязь валиками и размазывает по стенду. Если бы у него были руки, наверняка схватился бы ими за лидар. Второй проход. Пылесос собирает остатки земли, окончательно размазывает грязь круговыми разводами. Проход номер 3. Уровень безобразия потихоньку снижается, поверхность становится однотонной с выразительными следами протектора. Номер 4. Стенд светлеет, особенно правая его сторона, но разводы, комки и прочие радости еще имеются. Номер 5. Упорно и методично мастер улучшает свой результат, но до завершения работы еще далеко. Номер 6. Коричневый налет удалось отмыть, но кусочки земли и разводы от щетки портят картину. Приемлемым результат можно назвать только после 7-й попытки, а чтобы убрать разводы у плинтуса, понадобится еще один запуск. А тем временем мы приближаемся к самому страшному испытанию. Происхождение кетчупа не совсем ясно. Но отмывать его все равно придется. За пару проходов пылесос хорошенько размыл большое пятно. Теперь из него во все стороны торчат рыжие хвосты, а на стенде виднеются капли воды. На максималках интенсивность смачивания высокая. Еще один проход. Пятна остаются, но большую часть загрязнений теперь представляет томатная жижа. С 4-го прохода у робота получается ее собрать, но лишь частично. Для окончательного выполнения этой задачи приходится запускать его еще раз. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Результат, конечно, не идеальный, но в целом зачет. По качеству влажной уборки мастер максимально приблизился к флагманскому Curve Curve. Настоящий полотер. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. Натерев полы до блеска, робот возвращается на станцию, чтобы привести в порядок салфетки. Для более качественной промывки станция подогревает воду до заявленных 60 градусов. При этом максимальная температура, до которой прогреваются салфетки, не превышает 36,4 градуса. Не самый высокий показатель, но во всяком случае выше, чем у S8 Max V Ultra, у которого было всего 32 градуса. Независимо от выбранного режима, уровень шума варьируется от 39 до 61 дБ. Средний показатель. Детальное сравнение режимов самоочистки представлено в таблице. Проверять качество полоскания будем с максимальными настройками. После кофейного теста салфетки пятнисто-бежевые. В результате промывания на станции следов загрязнения не осталось. Салфетки выглядят чистыми, но немного кофейной жидкости все-таки удалось отжать во время ручной стирки. Хоть и небольшая, но разница есть.
После сока мопики как будто покрыты ржавчиной. Станция отмыла концы махров, но тут и там попадаются рыжие вкрапления. Отстирать их удалось вручную. Можете сравнить состояние салфеток до и после. После грязи салфетками можно пугать детей. В некоторых местах ворсинки просто слиплись. Самоочистка сделала мопики однотонными. Сверху серые, в глубине земляные. Во время ручной стирки вода коричневая. Из салфетки вымываются комки земли. С этой задачей станция справилась не очень хорошо. Кетчуп окрасил махры в ярко-рыжий цвет. Где-то темнее, где-то светлее. В результате полоскания салфетки стали более однородными, но они все еще грязные. Удалить такое загрязнение можно только вручную. Чудес не произошло. Разница видна невооруженным глазом. Самоочистка салфеток реализована на среднем уровне, так же, как у большинства робороков с мопами. Для регулярной уборки возможностей станции будет достаточно. Если вытащить пылесос со станции сразу после промывания, вы заметите, что мопики адски мокрые. Бумажная салфетка с этим согласна. Но это не проблема, ведь у мастера есть функция сушки горячим воздухом. Ну, как горячим? Термометром удалось поймать 48 градусов. Хороший показатель по среднерыночным меркам, но до стандартов роборок не дотягивает. К примеру, у Cureva Max V прибор фиксировал 56 градусов. Но за 2 часа салфетки высыхают, сушка работает эффективно. Правда, уровень шума слегка повышенный, порядка 38 дБ. Если у вас музыкальный слух, позаботьтесь, чтобы станция стояла в другой комнате. Подведем итоги. Роборок Cureva Master оказался интереснее старшего товарища S8 Max V почти во всех аспектах, кроме навигации. Распознавание сушилки, зеркал и мелких предметов еще нужно дорабатывать. Но в доме робот ориентируется отлично, убирает на топовом уровне. Даже глубокие ковры прочесывает. По качеству влажной уборки Master – топ-2 пылесос производителя. Хорошо отмывает грязь и пятна любой консистенции. Выдвижная торцевушка работает не безупречно, но соточку на ламинате робот все равно выбивает. В общем... Master? Yes, precious. Особенно за 85 тысяч. По системе оценки Best Robot, роборок Cureva Master набрал 137 баллов и занял почетное 3-е место в рейтинге All-in-One пылесосов, с которыми вы можете ознакомиться в телеграм-канале. Ссылка внизу под роликом. Робот будет максимально эффективен в домах с ламинатом и ворсистыми коврами. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров.